Привет! Это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды будет зашкаливать, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали! Тебя посещают грязные мысли. Наверное, да, если мы понимаем, что грязные мысли – это что-то такое, с клубничкой, так сказать. Я думаю, что грязные мысли посещают всех, вне зависимости от любой зависимости. Так что вот эти вот святоши, я думаю, в большей степени нечисты на помыслы. Ты пробовал краудфандинг? Я бы хотел пошутить, что это какой-то сорт мороженого. Но и шутка была бы так себе. Хотя на фондю больше похоже. Я краудфандинг пробовал. Я ничего не собирал. Но если это правильно называется краудфандингом, была платформа, где я отправлял свои деньги огромному количеству заемщиков и получал доход. Прекрасные были времена. Я, в принципе, сторонник теории плохих облигаций, когда ты минимизируешь собственные риски путем глобальной диверсификации. Что-то вроде этого, если я правильно понял смысл. Ты брал кредиты? Собственно говоря, от краудфандинга к кредитам. Я, конечно, брал потребительские кредиты, когда это было особенно модным. В жирные 2000-е. У меня были в основном автокредиты. Я очень любил машины и очень любил кредиты. И какой-то был даже потребительский, который я взял, прямо скажем, на какие-то коммерческие цели, что было строжайше запрещено. Но я все вернул, тем более, что кредиты были в основном валютные. Причем свой первый кредит я брал задорого, а возвращал уже задешево. Славные были времена. Как ты относишься к рабству? Собственно говоря, обсудили кредиты, обсудите и рабство. Я отношусь, конечно же, к рабству отрицательно, особенно когда человек является рабом самого себя или каким-то рабом привычек, например. Но, в принципе, если мы говорим про рабство как таковое, власть человека над человеком, которую я отрицаю как факт, конечно, это прискорбно. Но рабство до сих пор существует в своих новых реинкарнациях. Ты любишь сюрпризы? Надеюсь, вы мне там ничего не приготовили. Я не люблю сюрпризы. Я люблю быть готовым к многим вещам, которые могут неожиданно появиться в моей жизни. Я не люблю сюрпризы, наверное, по той самой причине, что когда человек готовит мне сюрприз, он начинает мне врать. А ложь я вообще не люблю. Поэтому не надо мне делать сюрпризов. Заранее уведомите меня. Ты часто раздаешь автографы? Видимо, раз это у нас шоу вопросов, то это не утверждение. Прямо скажем, если не брать подписи, которые я раздаю на каких-нибудь документах, вряд ли это автограф. А так нет. Я не раздаю автографов. Не то чтобы я увиливаю от этого, у меня просто их не просят. Хотя однажды я давал автограф одной молодой девушке. Это было какое-то шоу MTV «12 злобных зрителей» в Петербурге. Я там помогал в организации, и девушка так хотела взять автограф у каких-нибудь настоящих MTV-шников, что ей было все равно. У меня был бейджик с надписью MTV, и она взяла автограф у меня. Наверное, сейчас она глубоко сожалеет о содеянном. Чем опасна бедность? Она опасна как раз, влезанием в кредиты и прочее. Я думаю, что в первую очередь бедность опасна тем, что человек утрачивает нормы этики. То есть он начинает бороться за выживание. А это не очень хорошее состояние для человека. Лучше быть богатым и здоровым.
не будьте бедными, не надо. Когда ты станешь дедушкой? Хотелось бы сказать, что этот естественный процесс когда-нибудь настанет. Да, в принципе, так и скажу. Когда дети сделают меня дедушкой, тогда я и стану. Предпосылки к этому есть, да, у меня взрослая дочь. Этот вопрос я обращаю к ней. Ты был в секте? Не секции, секте. Хотелось бы как-нибудь пошутить, но не буду. Нет, я не был в секции, в секте. Ну, когда-то в детстве мне приносили какие-то сектантские журналы «Сторожевая башня». Потом меня пытались заманить к себе саентологи. Я такой нелегковерный, что их простые манипулятивные техники на меня тогда не действовали. А вот какие-то, наверное, действовали. Да. Вопрос от звезды. Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней. Трудно не согласиться с негодованием Шурика. Какая вам разница, кто с кем разводится? Да и, в общем-то, какая разница, кто на ком женится? Человек свободен, и вот этот неподдельный интерес к чужим отношениям, конечно же, обескураживает. Но все мы люди, и это нам очень интересно. Я, правда, против, когда государство вмешивается в дела семейные. Понял, нет? На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.